Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня ждет вас онлайн-гадание на картах Таро, потоковое чтение, а также гадание на рунах, знаки судьбы, послание высших сил на ситуацию, которая у вас происходит сейчас и на ближайшее будущее. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, в любой сфере: отношения, работа, здоровье, бизнес, дети, родители, бытовые ситуации. И мы начнем с того, что посмотрим. Давайте, у нас будет таких 25 посланий, которые мы будем стараться соединить как бы в какую-то историю. Но не обязательно, что это будет какая-то логическая история. Может быть, это будут отдельные месседжи, может быть, это будет несколько каких-то коротких историй. Да? Вот как пойдет. Давайте спросим у высших сил. С какой целью вы пришли на этот сеанс вот сегодня на общий расклад Таро, на гадание, да? На гадание на рунах и картах Таро. Для чего, с какой целью? Какая энергия вас сюда привела? Смотрите, выпадает Торисос, но перевернутый. Вы как бы не можете преодолеть какой-то барьер, какое-то препятствие. И вы вот как бы бьетесь, в закрытую дверь стучитесь. Может быть, идете не своим путем. Может быть, не можете сдать экзамен какой-то. Испытание. В общем, не можете пройти испытание. Да? И у вас не получается как бы что-то преодолеть, продавить. Да? Давайте, что не получается. Да? Вот как бы 3 таких аспекта, что у вас может не получаться. Так, давай. Первое. У вас не получается обуздать гнев. Возможно, обуздать свою энергетику. Не получается, возможно, что-то в бизнесе, и не получается с мужчиной или женщиной. Да. Управлять, особенно у женщины, не всегда получается по этой карте управлять мужчиной. Особенно если мужчина как бы вроде бы как и лев, но не мурчит. Да. Что еще не получается? Вы знаете, у вас не получается, у вас старшие арканы. Может не получаться что-то со здоровьем и с реализацией своего опыта. Возможно, не получается развязать какой-то кармический узел, особенно в семье, семейный какой-то момент. И третье, что может не получаться с магией. В магии вам могут закрывать дороги. Видите, реально у вас закрыта дорога, как минимум, в бизнес, в отношения, в здоровье и в самореализацию. И, может, у вас не получается сделать чистку, например, да, то есть пройти какие-то магические обряды, ритуалы, или преодолеть какое-то колдовство, какую-то магию. Особенно если арканы сила, отшельник и жрица у вас часто выпадают в раскладах. Вы гадаете не только у меня, например, да, они у вас выпадают постоянно. Например, вы пришли к кому-то другому, и вам жрица постоянно падает, или сила с жрицей, да, или отшельник с жрицей. Это говорит о чем? Что проход у вас какой-то закрыт. Да, и вы не можете преодолеть и стучитесь в закрытые двери. Почему? Потому что либо не хватает сил, либо есть некая сила, которая препятствует вам, даже вашему опыту, преодолеть то, что вам нужно преодолеть. Вот так. Окей. То есть, если коротко, почему вы оказались на этом раскладе, как минимум вы ищете причину или ищете способ преодолеть то, что вам нужно преодолеть, преодолеть какое-то препятствие. Давайте, что-то вам хотят сообщить высшие силы. Смотрите, эта руна, она не только о защите,
но и о завершении. Давайте спросим, что в вашей жизни должно завершиться? Или уже завершено, но вы как бы в этом до сих пор варитесь, да, вам надо завершить, вот в таком стиле. Ну почему? Потому что завершение, оно как бы нас отсылает к прошлому, да. И давайте посмотрим, что уже ушло, но оно до сих пор у вас, да, то есть как бы, ну, не актуально, да, вот что не актуально, но вы в этом находитесь, вот так. Что не актуально, но вы в этом находитесь. Не актуально одиночество, не актуально оно. Но вы можете в нем находиться. Почему? Ну, королева мечей, особенно женщина. Женщинам, если вы с точки зрения женщины смотрите. То есть для вас, как для женщины, одиночество не актуально. Может быть, какой-то неактуальный союз. Ну, посмотрим дальше, что еще не актуально. Вот смотрите, вам застревать в прошлом не актуально. Удерживание какого-то прошлого сценария, прошлых отношений, опять-таки, прошлого бизнеса, прошлых планов. То есть, как бы планы из прошлого или прошлое вас, ну, вам не дают идти вперед, оно вас постоянно задерживает в прошлом, сзади, да, то есть прошлые дела для вас не актуальны, но они останавливают вас на пути вперед. Вот, ну, вот такой вот сумбур, да, получается. Ну, что еще? Что еще должно завершиться? То есть прошлые планы должны завершиться. Или то, что вас удерживает в прошлом, то должно завершиться или отойти и не мешать вам двигаться вперед. Ну и прошлое опять отношения, прошлая работа и прошлое обязательства, прошлая служба должна уйти. То есть, ну, по сути, можно сказать так. Скорее всего, вы не можете идти вперед. Не можете идти вперед. И, ну, как бы у вас это не получается. Почему? Потому что надо завершить то, что было проговорено только что в этих аспектах, да? Отношения, партнерство, союз, договор, дела, планы, прошлое, служба, кармические обязательства, отношения, работа. Вот это вот оно вам мешает. Давайте дальше смотреть. Беркана, но она перевернутая. Что-то не растет. Что не растет? Давайте смотреть. Что не растет или что не движется вверх? Вообще Беркана – это женская руна. Может не заботиться женщина, может нету роста чего-то, да. Но вообще это всегда о росте. И финансовом, и выздоровлении часто. Ну, о женском может быть счастье больше. Больше о женском счастье. Но давайте так. Это рост и забота. Ну, можно сказать женское счастье. Что не растет у вас? Не растет форма. То есть что-то не получается. И это не получается там, где направление с мужчиной, направление с властью, ну, например, с государственными структурами, и направление, где, ну, государственные, я же сказал, структуры, да, и направление, где вы хотите получить какой-то результат, форму, то есть оформить что-то, да, в материальном плане. Ну, например, богатство не растут. Не растут деньги, богатство не умножается. Да? Ну, как минимум, у мужчин может не получаться реализовать какой-то свой какой-то амбициозный план. Да, свой амбициозный план трудно реализовать. Давайте так скажем. Что не растет? Отношения, деньги и
конечный результат получить вам тяжело. Но опять оно пересекается в упирание в запертую дверь, в стук в запертую дверь, да, получается. Но смотрите, тут двери как бы они везде как бы заперты пока что, везде. А вот здесь вы делаете попытку их открыть, и открыть эти двери для вас значит многое, да, то есть если бы они открылись, это было бы ого-го-го-го, как круто. Хорошо, почему у вас нету роста в этом направлении? Именно почему? Причина. Тройка пентаклей. Не хватает опыта, хотя опыт вроде бы как есть. Не хватает навыка, не хватает знания, не хватает где-то, может быть, трудолюбия, ну и, может быть, не ваша работа и не ваш стиль, не ваше направление, в общем, не ваши двери. То есть вы идете, ну, как минимум, не своим путем, с дефицитом знания или с дефицитом навыка. Что нужно сделать, чтобы этого достичь? Третья карта. Продолжать. Вы, скорее всего, просто, на каком-то этапе пути, то есть вам нужно продавливать. Во-первых, взять ответственность на себя. Во-вторых, искать, продолжать двигаться. Ну и, как говорится, есть такое: бороться и искать, найти и не сдаваться. Вот так вот. То есть, что делать, чтобы рост был? Продолжайте поиск, продолжайте движение в выбранном направлении. Где-то, возможно, не через эти двери, может быть, не этим способом, но главное не останавливаться. Ну и маски здесь о честности. Ну, как минимум, нужно искать искренность к себе и искренность с окружающими и от окружающих. Ну, может быть, где-то вы перекладываете ответственность с себя на кого-то, да, то есть ваше участие здесь, ваша ответственность, она никуда не девается. Давайте дальше посмотрим, что руны еще видят. Руны хотят вам сообщить о результате каком-то. О результате. Видите, вот здесь завершение, а здесь результаты. Давайте посмотрим, где вас ждет результат в ближайшее время. Результат в отношениях может быть, особенно если мужчина или женщина знака Водолей, Близнецы или Весы. Результат в договорах и переговорах. Результат вас ждет в государственных структурах, в том числе силовых, прокуратура, полиция, армия, армейская карта. И результат может вас ждать там, где вы ищете специалиста, особенно по здоровью. Например, хирурга. Где еще результат может быть? Результат вас может ждать в алхимии, если вы занимаетесь магией или планируете какой-то магический акт, обряд, ритуал, чистки и так далее. Ну и, возможно, если вы открываете в себе какой-то талант, связанный с искусством, с магией, то там может быть результат. Но если вы ищете компромисса с каким-то мужчиной или с какой-то женщиной, то в этом компромиссе и есть результат. То есть компромисс может стать результатом, или компромисс может привести к результату. Особенно если рядом король мечей или император. Мужские карты вокруг все. Особенно если рядом мужчина. И где еще может быть результат у вас? И смотрите, пятерка мечей. У вас есть какой-то проигрыш. Вы если проиграете, то все равно это приближает вас к результату. Но может быть результат там, где вас постоянно преследует проигрыш какой-то. Это то, от чего мы отталкиваемся с вами. Да, у вас
проигрыш и есть в том, что вы не достигаете результата. То есть стук в закрытые двери принесет свои результаты. Вопрос просто, в эти двери вы пойдете или в другие. Ну, давайте дальше смотреть. Интересный сегодня расклад. Дальше. Не течет вода, нет течения. Куда нету течения? Куда вам не течет? Где вам не везет? Где нету продвижения? Где нету гармонии? Да, вот этого. Где это у вас нету? Ну, здесь король пентаклей. Либо у вас нету гармонии и течения в отношениях с мужчиной, в отношениях с государственными и частными финансовыми структурами, ну, либо с финансовым каналом. То есть финканал может быть остановлен. И именно вот эта вот комбинация Ларгус перевернутый и король пентаклей, да, говорит о том, что закрыт финансовый канал, финансовый поток. Или, например, закрыт успех на работе. Да? То есть трудность. Причина какая? Причина. Ну, причина сомнения, семерка пентаклей. И опять-таки причина в том, что вам где-то не хватает настойчивости, где-то влияют эти две карты предыдущие, перемотаете, просмотрите, чтобы я не повторялся, где-то не хватает компромисса, ну и уверенности в себе. А настойчивость, я уже сказал, настойчивость у нас она вот в перевернутом торисос. Поэтому я скажу вам так, вне зависимости от того, верите вы в руны или нет, на запястье нарисуйте руну торисос, если ощутите тепло, то, скорее всего, руна торисос вам будет помогать преодолевать какие-то проблемы и препятствия. То есть вам как минимум надо открывать двери, но перед открытием дверей вам, возможно, нужно будет проверять, есть ли темные силы на вас, да, вот эту карту, ну и как дальше быть. Хорошо, что делать для того, чтобы преодолеть ну, вот этот финансовый барьер свой? Какие карты дадут совет? Не останавливаться на пути к успеху, продолжать давить, так как я говорил уже, ну и просто поверить в себя и применить всю свою энергию, руны, соло, особенно соло, это лев всегда соло, и добиваться успеха. То есть тут как бы о воле, которая должна быть направлена в том направлении, которое вам выгодно. Но прежде всего это касается финансов. То есть как бы, ну, если коротко взять, убрав сомнения в том, что вы достигнете успеха в финансах, убрав эти сомнения, вы их достигнете, да, то есть вы получите финансовый успех, если преодолеете барьер сомнений. Ну, даже часы вам ударили в этот момент. Окей, давайте еще смотреть. Вам должна открыться какая-то тайна, тайная информация. Давайте спрашивать. Тайная информация о чем? Ну, я руночку сюда положу, вот так, да. Тайная информация о чем? Тайна о чем? Тайна о вашей тяжелой судьбе. Почему вот вам тяжело живется, тяжело зарабатываются деньги, например. Или почему вы несете какой-то крест. Тайна вашего кармического узла, родовой программы. Тайна ваших отношений с социумом, у кого это трудности есть. Да? Вот есть люди, которые с социумом тяжело ладят. Ну и тайна ваших отношений с взрослым или с ребенком, с мамой или с детьми. Ну и, возможно, тайна вашего социального неблагополучия или неблагоустройства. Почему не? Потому что это тяжелая карта очень. Ну, то есть, почему вы, например, не можете найти себя? Давайте посмотрим, с чем может быть связана эта тайна. Ну, больше, да, вот к чему она, эта тайна? Или больше о чем?
Да, она о вашей судьбе, о карме, о кармическом узле и о всех аспектах, которые я здесь упомянул. Ну, без разницы, тут по кругу все. О вашей семье, о вашем роде в том числе, о вашем успехе, о ваших деньгах, о финканале, о всем, что мы уже здесь уже упомянули. Хорошо, что нужно вам сделать, ну или что приведет к этой тайне, да, кроме того, что вы, допустим, может быть, будете прорицать, да, ну или посмотрите там на картах, например, или через шар, ну или обратитесь к гадалке. А вот как раз вот и надо обращаться к гадалке, к гадуну, да, и смотреть в бессознательное. Эта карта всегда бессознательна, поэтому это где-то вытесненное что-то, да, то есть это и психология, это и магия, и, возможно, это темная магия, и, может быть, это даже и темные родовые программы, особенно по линии матери эта карта. То есть вам откроется тайна вашего рождения, вашей судьбы, ваших взаимоотношений с родителями, ваши родовые программы, особенно негативные, и кармические узлы. Что поможет этому, давайте просто как бы. А поможет род, родственники, желание изменить финансовое положение, желание выздороветь, исцелиться, желание благополучия и желание налаживания отношений родителей и детей. Окей. Что советуют, ну, как бы совет вам, давайте почему-то мне хочется совет. Что советуют руны, да? Руны советуют вам радоваться. Давайте посмотрим. Радость, она у вас в чем может быть? Где искать радость? Где искать радость? В чем искать радость? Надо искать радость в здоровье, прежде всего, в отношениях между мамой и детьми, ну и в детях. Хорошо. Что поможет вам в этой радости? Ну, например, у вас нет контакта с мамой или с детьми, к примеру, или у вас плохо со здоровьем, или не очень вообще с детьми, да, или вообще с родителями. Что поможет? Равновесие, справедливость, справедливый суд, справедливое решение, баланс и договоренность. То есть, ну, как минимум, вам нужно равновесие или спокойствие. Ну и как этого спокойствия и баланса достичь в вашем случае, чтобы получить эту радость вот в этом аспекте? Четверка пентаклей. Нужно отпустить то, за что цепляетесь, и попытаться сменить точку зрения и собственную значимость в каком-то вопросе, чтобы пройти через те двери, через которые у вас, возможно, нет прохода. А здесь у вас дверь закрыта, и здесь у вас дверь закрыта. Почему? Потому что вы большие, а дверь маленькая. Для того, чтобы вам попасть в эту маленькую дверь, вам нужно снизить значимость, а может быть, по-другому посмотреть на то, что вы теряете, что вы можете отпустить, и по-другому посмотреть на свое эго и чувство своей значимости. Немножко философский такой сегодня расклад. Ну, у нас руны. Хорошо, давайте еще посмотрим. Смотрите, что-то либо должно остановиться, либо что-то уже остановилось. И тут уже смотрите по своей ситуации. Скорее всего, давайте что-то остановилось. Это уже факт. Что-то остановилось. Что уже остановилось? Мы уже смотрели с вами вот эти вот моменты, что завершилось. Да? А здесь давайте так. Что нужно остановить или, может быть, притормозить? Может быть, временно. Где взять паузу? В чем взять паузу? Или в чем пауза у вас? Может быть, нужно перенести обряд крещения. И, может быть,
нужно спланировать рождение, ну и, может быть, остановились или приостановились отношения. Ну и отношения с родителями, крестными и с детьми. А какова причина того, что это должно быть или уже произошло? Ну, скорее всего, оно должно бы быть. Непредвиденные обстоятельства или, давайте так скажем, случайные числа, хаос и пространство вариантов, да, вот так. Вам совет по поводу этой остановки в отношениях с родителями и так далее, да, в любом направлении. Вам это надо преодолеть. Но оно закончится, любая пауза имеет продолжение. И если вы сейчас просто согласитесь с тем, что будет самый плохой результат, возможно, вы где-то получите, так сказать, прививку или антидот к худшему варианту событий. Поэтому приготовьтесь к худшему, чтобы иметь некую моральную закалку, подготовленность и получить какой-то, знаете, иммунитет. Ну, особенно если вопрос касается вот именно этой карты и того вопроса, которого вы видите в этой карте для себя. Окей. Ну и напутствие вам руны дают. Как бы ни было тяжело, как бы ни было трудно, да, открывать двери, да, или проходить те или иные испытания, но это все закончится. И закончится позитивным результатом. Первый вопрос. Когда все это закончится? Все это, да, вот это то, о чем вы сейчас думаете. Сроки. 9 жезлов, ну, к концу лета. К концу лета, к осени, может быть в сентябре. Какой, ну, как бы, на что рассчитывать? На что рассчитывать? Рассчитывайте на то, что все будет звезда. А звезда – это хорошо. То есть, да, это может затянуться, и у этого, того, что должно закончиться через 9 месяцев, да, может быть и продолжение, но может и не через 9 месяцев. Но в любом случае все будет хорошо, как я обещал. А каков конечный результат? А конечный результат – ваше сердце будет спокойно, вы успокоитесь в любви, в позитивных чувствах, в открытии скрытого, откроете скрытый потенциал, скрытые чувства, познаете любовь и развитие всех своих желаемых, ну, может быть, стремлений, может быть, мечт, может быть, достижений. То есть, идя дорогой и путем любви, выбрав свой путь, путь красоты, вы ощутите счастье внутри и услышите внутри себя слово «живі». Світла вам та вашому Всесвітові. Оставайтесь на зв'язі. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.